Всем привет, с вами Старый Дед. Сейчас ты узнаешь, что такое саботаж в игре Among Us и как с ним справиться. Саботаж — это поломка жизненно важных деталей корабля или устройств, которые устраивают предатели. Когда ты играешь за предателя, можно открыть карту саботажа по кнопке справа. На карте будут отображаться кнопки саботажа. При саботаже включается громкая сирена и появляются мигающие стрелки. Эти стрелки указывают место, где произошел саботаж и куда тебе нужно идти для его устранения. Саботажи бывают обычными и критическими. К обычным саботажам относятся саботаж центра коммуникации, электричества и блокировка дверей. При саботаже центра коммуникации игроки не могут видеть свой список задач или расположение задач на карте. В это время также будут отключены камеры наблюдения. Саботаж электричества включает весь свет на локации. Видимость существенно снижается, и члены экипажа могут видеть только то, что находится рядом с ними. При этом для импостера ничего не меняется. При саботировании дверей происходит запирание дверей комнаты на 10 секунд. Каждая дверь имеет собственное время перезарядки. Количество дверей, которые можно закрыть, не ограничено. К критическому типу относятся саботаж кислорода и реактора. При этих двух саботажах начинается обратный отсчет времени, по истечении которого команда экипажа проигрывает. При саботаже О2 происходит прорыв баллонов с кислородом, и воздух постепенно уменьшается. Этот вид саботажа доступен только на картах Скельт и Мира HQ. Время перезарядки этого вида саботажа 30 секунд. Саботаж реактора или сейсмических стабилизаторов еще один из опаснейших видов саботажа. В зависимости от карты он вызывает взрыв реактора через 30-60 секунд. Одновременно может действовать только один крупный саботаж. Ты не можешь устроить саботаж реактора и следом за этим утечку кислорода. Саботаж связи, освещения кислорода и реактора временно отключает экстренные встречи. Поэтому если ты знаешь, кто предатель, то тебе придется сначала устранить поломку, а затем рапортовать. Саботаж центра коммуникации. С саботажем системы связи можно справиться, выполнив задание в комнате связи. Для этого необходимо настроить частоту радиоприемника путем перемещения ползунка влево или вправо до достижения точного сигнала. На картах Скельт и Полюс саботаж можно ликвидировать и одному. Однако в Мира HQ для этого понадобится 2 человека. Они должны набрать пин-код на панели в комнате связи и в офисе. Саботаж электричества. Саботаж света можно устранить в комнате с электрощитом. Здесь необходимо переключить все рычажки до светло-зеленой индикации. По статистике, это самая любимая локация для устранения членов экипажа. Саботаж дверей. На картах Скельт и Мира HQ члены экипажа никак не могут повлиять на двери, и им придется ждать окончания саботирования дверей. На локации Полюс двери открываются вручную. Для этого нужно выполнить короткое задание, переключая рычажки. Саботаж кислорода. При саботаже кислорода 2 игрокам нужно ввести числа на 2 панелях, которые находятся в разных частях карты. На карте Скельт эти панели находятся в комнате управления и комнате О2. На карте Мира HQ эти панели находятся в коридоре и оранжерее. Саботаж реактора. Саботаж реактора действует аналогично О2. Чтобы отключить взрыв реактора, 2 игрокам придется одновременно приложить к сканеру отпечатков пальцев руки.
Сканеры находятся в комнате реактора, внизу и вверху этой комнаты. О том, как устранять членов экипажа во время саботажа, я рассказывал в прошлом видео. Посмотреть его вы можете по ссылке в подсказке в правом верхнем углу или в описании. Основная функция саботажа – это отвлечение членов экипажа от выполнения ими заданий. При устройстве саботажа критического типа многие игроки начинают паниковать, особенно на последних секундах. В это время они могут не так пристально следить за другими участниками игры. Кроме того, саботаж – это отличный способ собрать всех членов экипажа в одном месте. В случае с обычными видами саботажа, например, саботажем электричества, это дает предателю преимущество в охоте на членов экипажа, так как у игроков ограничен обзор, а у предателя нет. Саботаж дверей может помочь импостеру скрытно выбраться из люка, если заблаговременно закрыть дверь в той комнате, где расположен выход из вентиляции. Также можно закрыть дверь с одним из членов экипажа, тем самым отделив его от основной группы игроков. Для того, чтобы импостера не вычислили, нужно делать саботаж в движении. Помни, что игроки постоянно наблюдают за тобой, и если ты бежал, остановился и вдруг завыла сирена, то члены экипажа, конечно же, подумают на тебя. Можно сделать вид, что ты выполняешь задание, а при включении сирены тебе нужно бежать в ту сторону, где находится основная масса игроков. Если у тебя есть какие-нибудь хитрости с саботажем, которые я не упомянул здесь, напиши их в комментариях. А также, если понравился этот ролик, поставь лайк и поделись им со своими друзьями. Увидимся с тобой в следующем видео.